Доброе утро, раннее, весеннее, дамы и господа, мальчики и девушки, бабушки и дедушки. Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы смотрите мое видео, это значит, что я куда-то еду, я куда-то отправилась. И я еду на рыбалку. Еду на рыбалку, на соревнования, где будет больше 100 участников, а соответственно больше 50 команд фидеристов Беларуси. И вот там вон вдалеке, вот здесь вот находится водоем, на котором проходит очень много спортивных соревнований, как любительских, так и профессиональных. Аренда очень дорогая. У нас взнос каждого участника по 40 рублей. Соревнования будут длиться, ловля именно, до 6 или до 7 часов вечера. Будет идти ловля в 2 этапа. Половина дня, будет всего 2 взвешивания. Это сербские, да, кормушки? Да, это Сербия. Посмотрите, проволока какая у них. Дайте посмотрю. Такая прям жесткая. Да. И сколько это грамм? 70? А вот эти пули, которые они хвалят очень. Только меньше размер. Вы сами такими ловите или нет? Да. 60. Супер, спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Вот, получила такие вот подарочки. Вот о таких пластиковых кормушках мне рассказывал Леша Якубович. Я на такое ловила. Видите, здесь груз не внизу, здесь груз сбоку. Интересно очень получается. Вот здесь вот прикольно. Да, вот сейчас. еще одна кормушка. Только так открываем. Да. Запаляем опарышем. Да. Вот, закрываем и потихоньку по течению будет выходить опарыш. Угу. Вот, это головлю очень нравится. Когда постепенно супер, я часто ловлю головля. Да, супер, спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Ну что, вот, наконец-то все собираются на жеребьевку. Сейчас вы видите, как собираются участники. Сейчас каждый будет вытягивать свой порядковый номер, впоследствии чего команды распределятся по зонам и по своим секторам. Прошлась я по береговой линии, посмотрела, как участники расставляют свои платформы, кресла. В основном все ставят ближе к центру, по чуть-чуть, где-то на расстоянии 5-6 метров друг от друга. Есть люди, которые придерживаются абсолютно другой тактики, есть ребята, которые вообще сели вплотную друг к дружке в краю сектора. Но у них, в отличие от всех остальных крайних секторов, вот как вот сейчас садятся мои здесь соперники, можно так сказать, там сели ребята еще ближе. Ну и прикормку сегодня собираюсь мешать РС прямо здесь на водоеме. Сейчас замешаю для начала 4 пачки. Или 3. Сейчас подумаю сколько. Сейчас осуществляются все подготовительные мероприятия. Рыбалка начинается в 9 часов утра. Выставляемся, выбираем места, делаем корм, делаем, чтобы все было под рукой, подготавливаем фидера. Будем искать точки ловли. Один стул фидер-концепт, второй фидер-концепт. Здесь обвесики дешевые, вот такие вот. Сюда корм, сюда на маркизу наживка, всякие аксессуары, снасти, все такое. Жалко, что здесь на маркизе нету вот этого вот зонта, потому что на соревнованиях и вообще от солнца сегодня целый день будет светить солнце. Лучше наживку все закрывать, потому что может испортиться. Ну ладно, мы же не рассчитывали, что будем вдвоем в соревнованиях участвовать. Ну все, выставляемся. Самое главное, ребята, это сейчас удобно выставить кресло, потому что у меня, ну как вам сказать, я беру в основном только на соревнования,
Вот, на любительской рыбалке она такое, типа, громоздкая получается весьма. Но на любительской рыбалке, если берешь, удобно очень, что можно обвесы на него вешать. Плюс этого кресла в том, что в нем регулируются ноги. Не успела начаться подготовка, а уже время кормления и можно начинать ловить. Для себя приняла решение, что упор буду делать на дальнее расстояние в надеждах на то, что выйдет лещ и будет какая-то хорошая рыба. Возможно, это и стало в дальнейшем ошибкой этого дня. Туда же, где села сама, посадила сокомандника, и мы приняли решение ловить с одинаковой дистанции. Ну что, у нас уже старт. Все в первую очередь принялись к стартовому закорму. Я тоже точечку закормила, ну и, наверное, надо уже начинать ловить. Некрупный подлещик не заставил себя долго ждать, и первые поклевки стали происходить на опарыше белого с красным. Поставила новый поводок с новым крючком, наконец-то. Сейчас посмотрим, может получится как-то понять, как и что. Вот. Сейчас посмотрим. Дальше так и продолжалось. Рыбка подходила и отходила. Поклевывал мелкий подлещик и плотвичка. Хорошая поклевка сейчас была, но идет снова мелочь. Поклевывает подлещик. Что-то пока не вижу, чтобы кто-то леща кидал или что. Все соседи ловят то же самое, что ловим мы. А, это даже не подлещик, это в такой наглости набрался окунь. Мысль. Время шло очень быстро, и мы не успели заметить, как первый тур закончился. Что, друзья и подруги, первый этап закончился. Рыбка поклевывала, но так, с трудом и мелочь. Вот. В конце я начала темповать, чтобы немножко закормить точку, на которой потом буду ловить после того, как сейчас будет взвешивание и время отдыха. И будет второй этап. Вот, будем взвешиваться. Как-то так. Погода хорошая, но ветер, когда поднимается и пропадает солнце, становится холодно. Поэтому, так. Еле хватило 3 пачки корма. Получается, по 1,5 пачки корма. В идеале было бы, наверное, по 2 человека, потому что, типа, не экономить. Сейчас вот замешиваю на второй этап. Первый уже закончился. Вот, короче, улетело 2 стула. 2 от Фидер Концепта. У всех в ряду стояли,
А наши собрались и просто нужна. И улетела. Ну, как-то так. Во, и с телефоном. Короче, в результате грандиозного переворота уплыл весь опарыш. Вообще весь. И белый, и красный. Остался только лиманник и мотыль. Все. Под моим чутким руководством у него получалось ловить рыбу лучше, чем у меня самой. Ну да, больше. Раз в два. Думала, без опарыша совсем остались. А нет, нашли вот одну банку старого совсем. Видите, здесь даже червь есть внутри. Перерыв длился всего 1 час. Снова старт, мы успели покушать, сделать новую партию корма, подготовиться и снова приступили к ловле. Первый тур совсем не порадовал. Вот уже начался второй в 14:30. Было несколько поклевок. Первый не реализовала, второй реализовала. Неплохая плотва. Посмотрим. Ребят, полугустера, полупоклевки. Маленькая такая плотвичка. Вот видите, хорошая пришла. Вот. Смотрите, какая отличная плотвица. Кажется, ребят, как будто крупнее, но там, если больше, то, наверное, совсем чуть-чуть. Посмотрим. Да, чуть-чуть совсем. Рыба идет, еще одна красная рыба. Вот такая. Из 100 стульев, которые были слева и справа, только 2 наших стула улетело. Ловила я сегодня фидером Волжанка Pro Sport Думчев. Фидер 80+, в росте 3,9. Вообще офигенно бросает далеко палка. Поставила на нее квивертип 2 унции. И целый день вообще не меняла. Слава богу, никаких ни обрывов, ничего не произошло, ни захлестов. Все было просто идеально. Идеальная палка для этих условий. Очень хорошо было видно поклевку. Если бы я так приловчилась в первом туре, возможно бы я наловила бы больше рыбы. Но я сообразила только чуть-чуть позже. Удлинила поводок, поставила больше крючок и перестала ложить фидер на стойку. Тогда поклевки четко отдавались мне в руку, я слышала каждое движение
и делала вовремя подсечку. Просто если во время касания рыбы наживки я бы не подсекала, рыбы не было бы. Еще помогала постоянная смена наживки. То есть у меня работал мотыль одним колечком, мотыль двумя колечками, мотыль пучком, мотыль один. В этом туре опарыша я абсолютно не использовала. Если в первом туре я поймала несколько подлещиков на опарыша белого с опарышем красным, то в этом туре только мотыль был. Кормилась я кормом РС. Здесь у меня было довольно много животины. Добавляла сюда кормового резаного мотыля, добавляла красного белого опарыша резаного и добавляла лиманника целым и нарезным. Ну, вот такой корм я, кстати, просеивала. Здесь стояли колышки, на которых можно было отмериться. Всегда нужно запоминать дистанцию на колышках, чтобы если вдруг произойдет обрыв, оборвется шаг-лидер или оборвется плетенка, либо оборвется резинка, на которую клипсуетесь, или слетит клипса, можно было быстро вернуться к точке ловли. Вот. Сейчас скажу, по-моему, Каида. Во. Дешевые, зато очень удобно. Конечно, удобнее, чем штучки, которые до этого я все время использовала. Почему? Потому что очень важен вот этот вот все-таки прогиб, чтобы была натяжка, когда вы фиксируете плетенку за эти колышки. Оператор вот ловил на оптимум, и потом я ему уже выдала свой фидер. Он ловил на мой ProSport Elite, потому что оборвал свой фидер, и я ему, короче, решила дать свой. У меня был из того, что я видела вокруг, все ловили то же самое, все ловили мелкого подлещика, плотву, окуня, и только один человек, если не ошибаюсь, поймал какого-то полулещика. В зоне видимости никаких лещей у меня не было. Туда, видите, как много секторов. А вот здесь вот вокруг самого грибного канала идет тоже канал вот такой. Вот видела, что сюда приезжают рыбаки, рыбачат. Не знаю, пускают сюда или нет. Наверное, только платно, если я не ошибаюсь. О, такой вот каналчик. Здесь рыба тоже есть. Совсем небольшие уловы, и так у всех практически. То есть, чтобы кто-то прям отловился лещами. А одна мелочь. Но это потому что, наверное, еще на начало сезона. Хотя, может быть, здесь выловили всего леща. Вот. И сейчас уже наши лежат здесь внизу. Ну, мы уже за 2 ушли. Вау! Смотрите. Ничего так, нормально. Ну что, ребята, ну вот столько рыбы получилось во втором туре. В первом туре, наверное, на килограмм поймали меньше, во втором немножко больше, но все равно, я думаю, что не смогли опередить соперников. Да, еще не лещевый сезон. О, красавцы здесь есть, погрызенные, посмотрите. Вот такая вот спортивная рыбалка и спортивный день, и отчетик небольшой у меня получился. Если вам нравятся такие видосики, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями всем. Ни хвоста, ни чешуи. Пока!